Приветствую вас на моем канале, меня зовут Мария, я астролог, и в этом видео расскажу вам про то, что нужно смотреть на натальной карте, если вас интересует карьерный или социальный рост. Так вот, к этому всему имеет отношение 10-й дом. 10-й дом – это карьерный дом, дом непосредственно связанный с работой, с социальным статусом, с карьерным статусом, вообще с развитием и продвижением. Если вы смотрели мое видео про дома натальной карты, то вы уже знаете, что символически 10-м домом управляет планета Сатурн, планета дисциплины, ответственности и планирования. Ну, если вы еще не смотрели мое видео про дома натальной карты, то обязательно это сделайте, там вы найдете много полезной информации. Так вот, для того, чтобы ответить на вопрос, что человеку нужно сделать, чтобы пошел у него вообще карьерный и социальный рост, нам нужен управитель 10-го дома, а именно та планета, которая управляет знаком зодиака, в который попадает начало дома, да, черточка начала дома или по-другому куспид дома его называют. Так вот, во-первых, нас интересует сама планета в роли управителя, то есть ее природа и энергия, потому что именно эта планета покажет вообще, что человеку нужно сделать, чтобы карьерно и социально вырасти, да. Во-вторых, нас интересует то, где этот управитель находится, то есть в каком доме натальной карты он находится. Потому что это те обстоятельства, это те жизненные условия, через которые в жизнь человека будут приходить новые карьерные возможности или возможности социально вырасти. Давайте сейчас это все разберем на примере. И, кстати, если вы досмотрели до этого момента, значит, вы точно интересуетесь возможностями своей натальной карты. И если это так, то приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я подробно рассказываю, как в натальной карте разобраться, как работают дома, как работают аспекты, как работают транзиты, что означают планеты. В общем, даю очень много полезной, интересной информации, поэтому обязательно присоединяйтесь, буду рада вас там видеть. И теперь давайте вернемся к примеру. Допустим, что у вас 10-й дом начинается в знаке зодиака Весы, а управляет весами планета Венера. И что это значит? То, что в жизни человека социальный карьерный рост идет через темы Венеры, то есть через партнерство, связи, через вообще других людей. И проще говоря, да, вот чтобы пошел социальный карьерный рост, человеку нужны новые знакомства, нужны партнеры, нужны связи. И, кстати, да, разрушение карьеры, а это другая сторона 10-го дома, тоже идет через других людей, через партнеров, через связи. И если Венера управляет 10-м домом, то связи решают вообще все карьерные вопросы. Такая вот событийная закономерность получается. И при этом, кстати, неважно будет, в найме человек работает или у него свой проект, да, свой бизнес. Карьеру ему в любом случае двигают другие люди. И продвинуться в одиночку своими силами, да, если куспид 10-го дома попадает в знак Весы, это сложно и, в принципе, малоэффективно. И давайте теперь возьмем такой пример, что у человека свой проект, и при этом у него куспид 10-го дома попадает в знак зодиака Весы, да, то есть Венера управляет 10-м домом. Как это будет проявляться в жизни? Ну, для того, чтобы проект рос и развивался, человеку нужно либо вступать в партнерство и коллаборации, да, то есть объединяться с кем-то другим и вместе развиваться, да, вместе продвигаться. Например, если вы, допустим, шьете пижамы, да, и продаете их через соцсети, вы можете объединиться с другим человеком, который там тоже что-нибудь шьет, и за счет обмена аудиторией, за счет каких-то совместных коллабораций вы можете развивать и продвигать свой проект. И второй путь – это просто подключать партнеров, да, нанимать каких-то специалистов, подключать других людей. Либо же, в принципе, да, продвижение оно может идти через партнеров, когда вас кто-то продвигает. Либо еще такой вариант сарафанное радио, это тоже будет работать, потому что это все будет проявление Венеры. И следующий момент. Нам нужно посмотреть дом, в который попал управитель 10-го дома, потому что этот дом покажет, какие жизненные процессы способствуют росту и карьерному развитию, да, карьерному и социальному развитию. Например, управитель 10-го дома находится в 1-м доме.
Карьера и социальный рост зависят от личного проявления человека, то есть от его инициатив, от того, собственно, как он себя покажет, какое впечатление произведет. И чем сильнее асцендент человека, да, чем больше личных инициатив он проявляет, чем сильнее его имидж, чем вообще сильнее его персональный бренд, тем, соответственно, у него будет больше карьерных возможностей, да, тем больше возможностей продвинуться карьерно и вырасти социально. Итак, резюмирую, да, управитель 10-го дома – это что вообще нужно сделать, чтобы пошел карьерный социальный рост. Дом, в котором находится управитель 10-го дома, это обстоятельства, внешние условия, которые влияют на 10-й дом, увеличивая или уменьшая возможности по нему. Если у человека, например, тупик в карьере, то важно начать работу с управителем 10-го дома, а также с тем домом, в котором этот управитель находится. Потому что дом, в котором находится управитель 10-го дома, это те обстоятельства, те жизненные условия, вообще то, откуда управитель черпает энергию, да, и поэтому очень важно, чтобы в этом доме происходили какие-то события, просто чтобы не было застоя, да, чтобы было из чего черпать ресурсы в 10-й дом. Потому что, например, если управитель 10-го дома в первом доме, а человек не проявляет никаких личных инициатив, не работает над своим имиджем, над своим брендом, персональным, да, имеется в виду, практически не пользуется первым домом, то тогда у него по первому дому застой получается. И, соответственно, 10-й дом тоже будет работать кое-как. В общем, видите, вот все процессы в жизни человека, они взаимосвязаны. Причем в каждой натальной карте эти взаимосвязи будут уникальными. И астрология, она позволяет очень круто вот эти вот все взаимосвязи распутывать, да, и то есть понимать, что к чему вообще в жизни происходит. Если вам это видео было полезно, то обязательно приходите в мой телеграм-канал, там еще больше всяческих полезностей. И до встречи в следующем видео.